Приготовьтесь, я сейчас вам покажу инструмент, который вместо вас будет искать вам клиентов или партнеров, или инвесторов в ваш стартап, или блогеров для вашей рекламной кампании. Он соберет эти контакты в аккуратную табличку, проверит, насколько они подходят под ваш запрос, даст вам ссылки на их социальные сети и даже соберет их имейл. И вы сможете для каждого из этих людей сделать персонализированное письмо, которое отправите им на почту прямо из личного кабинета этого сервиса. И у этого сервиса есть бесплатный тариф. А еще в этом видео я покажу лайфхак, с помощью которого можно срезать половину цены этого сервиса. Посмотрите это видео до конца и увидите, как я решил свою реальную задачу с помощью инструмента, который называется Lassi AI. Это инструмент, который создан специально для того, чтобы находить людей в интернете. Это могут быть ваши потенциальные партнеры, клиенты, инвесторы, как я уже сказал, блогеры и так далее. Вы просто пишете поисковый запрос своему ИИ-агенту, и он ищет вместо вас. То есть вы бы потратили на это много часов, Lassi AI сделает это буквально за 10 минут. И потом эти данные можно будет выгрузить себе в формате таблицы Excel и загрузить в свою CRM-систему. Или продолжить общаться с этими людьми через личный кабинет Lassi AI. Досмотрите это видео до конца, и я покажу вам, как устроен этот инструмент и как с его помощью я решил реальную задачу. Давайте разберемся, как это работает. После регистрации вы попадете в личный кабинет, где у вас будет несколько разделов. В разделе «Новый чат» вы можете вписать задачу обычным естественным языком для того, чтобы AI начал поиск людей. Снизу вы видите короткие примеры, которые можно сделать в один клик, запросы, которые можно сделать в один клик. И чуть ниже, если прокрутить страницу, здесь находятся примеры кейсов, когда использовался этот AI для поиска каких-то людей по категориям. В левом меню у вас есть задачи, которые находятся в процессе, раздел с письмами, которые вы отправляете по людям, которых вы нашли, и также список ваших людей, которых вы нашли по разным категориям. Если перейти в новый чат и сформировать задачу на обычном, естественном языке, то выглядеть это будет примерно так. Найди русскоязычных основателей AI-стартапов. Я хочу найти людей, которые говорят на моем языке, для того, чтобы связаться с ними и предложить, например, сотрудничество с моим YouTube-каналом. Если я нажму на кнопку Find, начнется процесс. Сначала нейросеть думает над моей задачей, и в процессе, когда она это делает, она делает поисковые запросы в разные социальные сети, в разные, на разных сайтах, для того, чтобы найти нужных мне людей. Прежде чем начнется поиск, нейросеть спрашивает количество людей, которые мне нужно найти. Я выберу 10 человек. Мне нужны люди из России и СНГ. Либо я могу выбрать, например, любой регион, тогда искать он будет по всему миру. Мне интересна любая стадия стартапа, то есть мне вообще, в принципе, без разницы, на какой стадии находится стартап. Отправляю запрос и, указав ответы на все вопросы, я просто жду, когда нейросеть найдет мне нужных людей. В процессе поиска нейросеть будет визуально показывать, на каком этапе находится поиск. Сначала она создает таблицу, где есть столбцы, в которых указаны конкретные данные. И когда нейросеть закончит поиск, мы увидим результат в виде вот такой удобной таблицы. В виде соцсети, в которой был найден этот человек, его статус, отношение к AI, язык, на котором он говорит, и электронная почта, которую можно здесь проверить. Прежде чем мы получим готовый результат, нейросеть сначала находит всех возможных людей, вот в данном случае это больше 100 контактов, а затем она мэтчит этих людей с нашим поисковым запросом, то есть проверяет их на совпадение по критериям и подбирает максимально подходящих 10 человек. Как видите, ссылок много, то есть можно написать не только в LinkedIn, можно написать в Twitter, можно найти GitHub аккаунт этого человека, можно написать в Instagram, можно посмотреть YouTube-канал человека, которого мы нашли, или там его, допустим, аккаунт на Reddit. И после того, как я получу все данные, я смогу написать этим людям. Причем я вижу, в какой стране находится этот основатель стартапа, смогу ему написать по поводу его компании. Причем, когда я буду писать,
Писать я буду не руками. Нейронка поможет мне составить такое email-письмо, которое будет максимально персонализировано под этого человека, под его компанию и под мое предложение. Когда поиск закончен, я вижу результат в таблице справа, причем я вижу все контакты, которые были найдены, а не только 10, которые мне были нужны. Я могу уточнить свой запрос, то есть у меня есть несколько вариантов. Я могу узнать больше, то есть добавить какую-то еще информацию в эту таблицу, чтобы появился новый столбец. Либо могу получить контакты, то есть разблокировать email адреса этих людей. Либо я могу попросить найти еще или найти кого-то другого, то есть уточнить запрос. Например, мне нужно, чтобы в таблице остались основатели стартапов, которым я смогу предложить рекламу на своем YouTube-канале про AI. То есть я могу сузить критерии для поиска. Если я сейчас продолжу диалог в этом же чате, это привычный диалог, примерно как с чатом GPT, только заточенным под поиск конкретных людей. Сейчас он отфильтрует таблицу, оставив только тех, кому может быть интересно предложение о рекламе. Затем я смогу посмотреть их email-адреса для того, чтобы составить письма. Хочу обратить внимание, что на платформе используется баланс в виде вот таких кредитов, которые мы расходуем каждый раз, когда делаем какой-то поисковый запрос. У меня на балансе было 700. Сейчас после поиска основателей стартапов у меня осталось 680. При уточнениях и изменениях в таблице с баланса будут списываться эти кредиты. Он нашел и отфильтровал нужное количество людей, и дальше я могу либо вручную подсматривать за имейлами, то есть могу найти точечно имейл конкретного человека. Это все стоит 3 кредита для того, чтобы подсмотреть имейл. Либо я могу прямо через чат попросить его найти эти имейлы и написать письма. А для того, чтобы он лучше знал информацию про мой YouTube-канал, я могу скормить ему вот такой файл, где у меня описан полностью профиль моего канала. То есть чат поддерживает работу с документами. Я прикрепляю профиль моего YouTube-канала для того, чтобы в дальнейшем ты мог составить адаптированное email-письмо каждому из этих людей. Дальше мне нужно дать ссылку на свой YouTube-канал и попросить сделать персонализированные рассылки. Я прикрепил ссылку, я прикрепил медиакит, то есть предложение о рекламе, сколько оно стоит, как оно выглядит. И теперь я могу отправить еще раз эту задачу в чат и, например, указать, что мне нужно написать письма. Напиши письма этим людям. Перед тем, как что-либо делать, он сначала предлагает варианты, то есть сколько это будет стоить кредитов и готов ли я на это. Если я соглашусь, то он постарается раскрыть email-адреса у этих контактов, которые здесь собраны в таблице. У нас тут 57 человек вот в этой таблице суммарно, и это будет стоить 171 кредит. Я прошу его найти 20 контактов, которые максимально подходят для рекламной интеграции. Это должен быть AI-софт, на который я смогу сделать обзор у себя на канале. Он нашел 19 из 20 контактов, списано 57 баллов, и дальше он предлагает логичный шаг. Мне нужно привязать свой email-адрес. Но что, если, например, я прямо сейчас не хочу писать письмо или потом хочу написать самостоятельно? Могу ли я как-то воспользоваться этими контактами, которые он нашел? Да, у меня есть возможность сделать экспорт. Я могу выделить галочкой email-адреса и телефонные номера. Это будет стоить 72 кредита, я могу скачать это в виде таблицы. То есть я скачиваю эту табличку, и потом я могу это загрузить себе в CRM-систему или куда-либо еще. И самое интересное, что вся информация, которая здесь найдена, она публичная. То есть это не персонализированные данные, которые мы откуда-то спарсили, а данные, которые размещены в свободном доступе в сети. Теперь для того, чтобы настроить email, мне нужно перейти во вкладку email и подключить свой email-адрес. Для этого достаточно ввести здесь свой email-адрес и подтвердить его. Я указал адрес Исламов Тёма, у меня будет собака businesslessy.top. Дальше я могу выбрать получателей, написать письмо и так далее. То есть у меня разблокировался доступ к почте. И теперь я захожу в свой старый чат через вкладку «Процесс», нахожу здесь чат, где я работал с основателями, и отвечаю на 2 вопроса.
с какого email адреса нужно отправлять письма и тон и содержание письма. Я говорю, что я подключил почтовый ящик, можешь отправлять с него. И тон и содержание письма давай будем использовать такие, которые ты предложил. Для начала покажи одно письмо для того, чтобы я мог согласовать стиль письма. И дальше мне нужно подтвердить стиль, который он выберет, и я смогу отправить первые письма. Вот у нас персонализированное письмо, которое составлено на основе моего медиакита, моего предложения и моего описания YouTube-канала. Тема «Обзор Recraft на канале про AI-инструменты», 9000 подписчиков, 413 тысяч просмотров. Кому это письмо? Привет, Анна, пишу тебе с канала Лысый из браузера, делаю обзоры нейросетей и AI-инструментов для русскоязычной аудитории. Канал сейчас 9000 подписчиков, 413 тысяч просмотров, видео стабильно набирают охват в 5-10 раз больше базы. Топовые 88 тысяч просмотров. Recraft выглядит очень круто для обзора, и платформа для дизайна с визуальным интерфейсом — это ровно то, что заходит моей аудитории. И дальше написано очень классное, по сути, письмо, персонализированное, под каждого конкретного спикера, под каждый конкретный софт, который я нашел. Что самое еще интересное, я могу не писать персонализированные письма, а могу воспользоваться таблицей. Так, у меня вот персонализированное письмо, тут вот у меня таблица, чтобы ее не потерять, надо переключиться на нее. Вот смотрите, у меня как бы есть два материала в этом чате, то есть это таблица с фаундерами, которые я нашел, и персонализированное email-письмо. То есть я могу переключаться между вкладками туда-сюда. Самый кайф. Я могу написать этим людям напрямую в личку, потому что контакты найдены были в соцсети LinkedIn, которую я могу открыть и написать этим людям персонализированное письмо уже в личные сообщения. Вы можете получить сейчас бесплатный тарифный план в Lessy AI. Если перейдете по ссылке в описании, у них есть бесплатный план. Но если вы захотите использовать его на полную мощность, вы можете перейти на годовой или месячный тарифный план за $39, например. И сейчас, если вы воспользуетесь специальным промокодом, то вы можете получить 50% скидку за это. То есть есть промокод, который дает уполовинивание цены. То есть если мы берем тарифный план за $39, добавляем промокод, который есть в описании под этим видео, мы получаем 50% скидку, то есть половину цены мы срезаем. Воспользуйтесь этим предложением по ссылке в описании. Инструмент классный, годный, потому что вы можете найти аудиторию, которая подходит под ваш запрос, причем вы не ограничены языком. То есть вы можете найти англоязычных, испаноговорящих, партнеров на китайском языке, потому что нейросеть может переводить на лету ваши запросы и писать этим людям персонализированные предложения и письма. В общем, воспользуйтесь этим инструментом. Стоит добавить его в свой арсенал для того, чтобы находить новых партнеров, коллег, рекламодателей и клиентов. Меня зовут Артем Исламов. Если это видео вам понравилось, нажмите лайк. В комментариях задавайте вопросы, если они есть, и подпишитесь на канал Лысый из браузера. Здесь я разговариваю про нейросети и показываю, как с их помощью упрощать свою работу, бизнес и жизнь. До скорой встречи в следующем видео. Пока.